Hare Krishna. Харе Кришна. All Харе glories to Кришна. the Вся all glories слава to the движению Sankirtan Санкиртаны movement Шри of Чайтани Sri Chaitanya Махапрабху. Mahaprabhu. Харибол. Вся All glories слава to Шриле Srila Prabhupada, Прабхупаде, His Его Divine Grace, Божественной милости, A.C. Аче Бхактивиданте Bhaktivedanta с вами, Swami, основателю Ачарьи, the founder движения Acharya сознания Кришны of the и Krishna нашему Дикша consciousness и movement, Шикша Гуру. and our Diksha and Siksha Guru. В этой серии We Мы начали проводить занятия по философии сознания Кришны в рамках нашей группы Ассоциации учеников Прабхупады. The Prabhupada Disciples Association. This association has Эта ассоциация platform руководствуется based on тремя three принципами. principles. One, that we use Во-первых, мы the используем только unadulterated подлинные книги. books. That means books that were authorized by Книги, которые были Prabhupada одобрены для during his печати physical самим presence Прабхупадой во to время be его published. физического присутствия. And in the case, here we have, I just got a case of these. Я только что приобрел Bhagavad-gitas, несколько экземпляров Бхагавад-гиты в авторизованной версии издания that Макмиллан are the 1972 authorized года. Versions of the 1972 edition of the Macmillan Bhagavad Gita. So not only the Bhagavad Не только Gita, but Бхагавад-гиту, но и, как вы можете видеть, у меня за спиной я только что приобрел новый комплект Бхагаватам, состоящий из 30 томов для своей личной библиотеки. my library. And I also hate to speak about Я myself, не очень люблю говорить о себе, но я также получил новый набор new set Чайтанья of Chaitanya Чаритамриты. Charitamritas as well, because we've come to learn that Так как the стало books известно, of Srila что Prabhupada, книги the Шрилы original versions, Прабхупады, are их оригинальные not версии, really теперь readily уже не так available anymore in print. доступны, как раньше. That it appears that different organizations that have been И printing them are похоже, running out что of у them. тех организаций, And которые for whatever занимались их reason, they're печатью, not, они excuse me, закончились, they're и not по able какой-то to причине они не reprint могут them. их переиздать. So Конечно we же, are, мы of course, планируем planning постепенно продвигаться в деле to печати move книг forward в рамках with программы the нашей Ассоциации учеников printing of the Прабхупады. books step by step as part of our agenda with the Prabhupada Disciples Association. So those books will include Sri Говоря о Upanishad, книгах, мы имеем в Easy виду Journey Шри to Other Шапанишат, Planets, Легкое путешествие на другие and the планеты, Bhagavad Gita, Бхагавад-гиту и and the Нектар Nectar of преданности. Devotion. So I'll give more information to our А membership позже я дам вам больше moving информации forward всем so членам that we нашего can общества, чтобы вы могли принять participate in участие the в печати и распространении printing этих of книг по these всему books миру. for worldwide distribution. One of our members in Один Hamilton из here членов нашей общины здесь, в has Гамильтоне, это очень a интересная very история на interesting самом story деле о about том, как how Кришна Krishna arranged устроил for ему him встречу с Хамсадутой to meet Прабху. Hansaduta Prabhu. And for those who aren't Для aware тех, of him, кто о Хамсадуте was ничего не the знает, я original лишь скажу, что он был попечителем BBT, trustee appointed точнее, by одним one of из the original первых trustees назначенных appointed by Прабхупадой Prabhupada попечителей BBT during во his время личного присутствия personal Шрилы presence Прабхупады. И он должен был управлять to деятельностью administer the BBT. activities of the BBT. And he has all kinds of books that he did Так вот, он publish during his опубликовал presence множество книг в out Сингапуре, of когда он Singapore. еще был на I actually планете. have, Я I'll постараюсь have to bring them перенести to их на the следующее next class. занятие I'll и show покажу all вам of you некоторые из них. some of them. There was he has a one volume edition У него of было Srimad однотомное Bhagavatam издание Шримад and a one Бхагаватам, volume а также edition однотомное of издание Chaitanya Чайтанья Charitamrita. Чаритамриты. They're thick.
Это были такие толстые черные книги. А также он напечатал небольшой комплект Шримад Бхагаватам в виде маленьких черных книг. Хотелось бы мне иметь свой собственный такой комплект. Это был прекрасный комплект. Я помню, как получил их в Торонто, когда еще был президентом храма. Мы также занимались распространением всех тех книг, которые он нам присылал. И перед своим уходом, он, кстати, ушел из жизни всего несколько лет назад. Если вы изучите историю BBC, то найдете много информации о разных организациях, которые утверждают, что являются представителями BBC, а также заявляют о своих правах на печать или публикацию книг Прабхупады. И в нашем конкретном случае Абхимания Прабhu, преданный из России, получил от Хамсадуты разрешение стать попечителем BBT. Поэтому он продвигается в этом, и мы уже воспроизвели это конкретное издание. Мы уже его воспроизвели. Все файлы находятся в точном соответствии с версией Гиты 1972 года издательства Макмиллан. Так что эта работа уже сделана. Кроме того, мы работаем над публикацией Шримад Бхагаватам, 3 оригинальных томов, тех самых, которые Прабхупада привез из Индии. А именно версии 1962, 64 и 65 годов, первой песни Шримад Бхагаватам. Это, на самом деле, моя любимая версия Шримад Бхагаватам. Абсолютно нетронутая, не отредактированная и полная откровений благодаря своей чистоте и силе. Итак, это была некоторая информация перед началом нашего занятия. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что вы приглашаете людей в нашу Facebook-группу Ассоциации учеников Прабхупады. Если вы пользуетесь этой социальной сетью, то, пожалуйста, расскажите людям о нашей группе Ассоциации учеников Прабхупады в Facebook. Это страница группы, на которой собраны всевозможные замечательные цитаты и информация о Прабхупаде, его письмах, лекциях, а также другие цитаты, отрывки и информация о том, чем мы занимаемся и что мы делаем. У нас есть 3 основных правила для участников. Первое, будучи преданными слугами Шрилы Прабхупады, мы используем его подлинные, нефальсифицированные книги. Мы также не общаемся с членами Гаудия Матха, потому что Прабхупада велел нам уважать и почитать их, но запрещал участвовать в их деятельности. Respect and honor them, but at the same time not to be involved with their activities. And the third thing is И третье правило, которому мы следуем, мы не продвигаем Искон или любого другого гуру в качестве дикша-гуру или, если на то пошло, в качестве шикша-гуру, принимая Прабхупаду в качестве джагат-гуру всего современного мира. Jagat Guru for the modern world. And this is very important because И это очень важный момент, поскольку понимание того, что Прабхупада является гуру, это ключ для каждого из нас, дающий возможность покинуть этот материальный мир. А полная сосредоточенность на нем, его наставлениях, его книгах, его лекциях и аудиозаписях – это то, что поможет нам осветить путь обратно к Богу.
It's very, very important for everyone to Это очень understand и that. очень важный And момент. for those Каждый of должен us это who понимать, have been особенно те devotees из for нас, many кто years, является преданным уже много лет и and понимает, realize that что it's важно important for сохранить us это to понимание, preserve that чтобы мы могли understanding передать so it will наследие preserve Прабхупады Prabhupada's будущим legacy поколениям, moving into а the не future, разбрелись not кто become куда с разными scattered мотивами, by all потеряв kinds стремление of осознать Бога. different people with different motives than the motive of becoming God conscious. That's specifically the method by which one Необходимо can принять Шрилу is Прабхупаду в by качестве accepting Prabhupada чистого преданного as the Кришны, pure который devotee of выступает в Krishna and качестве the прозрачной transparent среды между Кришной и via нами. media for him. So Krishna, he takes over the Итак, senses of Кришна the pure овладевает devotee. чувствами It's called чистого преданного. Hrishikesha, Это называется the master of the Хришикеша, повелитель senses, чувств. Он and контролирует действия духовного controls the учителя и activities использует of его в the качестве spiritual master посредника. and uses him as a via media. Because we need that. Мы в этом очень That's сильно it's a нуждаемся. portal. Это It's a portal портал, to ведущий back to the обратно в spiritual духовный world. мир. И And когда when мы you read the читаем books, книги, когда вы when you читаете read их them carefully, внимательно, you каждый преданный в each отдельности individual devotee начинает gets that понимать, какой realization великий дар of на what самом a деле great gift преподнес нам Шрила has Прабхупада. been given to us by Srila Prabhupada. It's a fantastic opportunity Это просто in фантастическая this time of возможность в history наше to время have получить this шанс вернуться домой, chance, к Богу, this по милости beautiful Шрилы chance to Прабхупады. go back home, back to Godhead by the mercy of Srila Prabhupada. So again, we want to thank everybody for supporting our work, Поэтому мы еще all раз of our хотим work. We're a поблагодарить team, всех за and поддержку moving нашей forward, работы, всего, что мы in the делаем. association Мы online команда, on и мы Facebook, we have движемся вперед в 600 рамках members now. онлайн-ассоциации на Facebook. Сейчас у That's not нас very уже many, 600 участников. Это не так много, but но in каждую that group, неделю к нам but it's growing присоединяется около 100 человек, которые хотят стать about членами 100 people per Ассоциации week учеников now Прабхупады. who are requesting to be members of the Prabhupada Disciples Association. They're requesting it. Они сами You know, этого this желают. is what we Это нас очень find воодушевляет, very потому encouraging что такой рост because означает, что к нам this type of приходят люди growth means высокого we're getting качества, quality люди, people, которые заинтересованы в quality том, чтобы people следовать that за are Шрилой interested in Прабхупадой и following его Srila учением Prabhupada вместе с другими and following his единомышленниками. teachings in association with other like-minded people. So, congratulations to all of you who are Так recommending people что to join the group. поздравляем всех, кто And when you рекомендует join людям that group, присоединиться we к also have a группе. И membership. когда вы So присоединяетесь к that этой membership группе, will то вы automatically, становитесь ее if членами. they fill И in the если они membership заполняют form, форму для that вступления в группу, то automatically мы автоматически gets приглашаем them их на on our занятия. Они invitation получают to the приглашение. classes. So it goes into the database. Таким And образом, so people информация can попадает в join базу us данных, и люди for могут these live присоединиться к нашим classes, which are being онлайн-занятиям, streamed, I которые, believe. насколько я знаю, And транслируются в прямом эфире, also а также being сохраняются на нашем saved on телеканале our Прабхупада Prabhupada ТВ, TV channel that we're still in the process of который putting находится together, пока на but стадии is coming. There's формирования, quite a bit of work но все behind еще it, but впереди. За этим it стоит is немалая in работа, но она progress. уже ведется. And I Я know знаю, that что some of you некоторые из are вас interested in заинтересованы в participating. участии. I had Я a chat with разговаривал our с godbrother, нашим духовным братом Chief Дживой Goswami, Госвами. and he Он is interested заинтересован в in том, чтобы провести трансляцию doing нектара по a нектару broadcast преданности. of the Nectar of Ее еще Devotion. называют Бхакти Расамрита So Bhakti Синху. Rasamrita Sindhu. So that we're adding Так что that into мы our добавим programming это as в нашу well. программу So также. all these things are going on, and Вот что this is all сейчас by the на grace повестке of дня. Lord И Chaitanya все это по and Srila милости Господа Prabhupada. Чайтаньи и Шрилы So Прабхупады. that's enough for На этом мы the заканчиваем introduction сегодняшнюю this утреннюю morning, вводную часть. and we'll move И давайте forward перейдем к with молитвам the Джайарада Jayarada Мадхава, Madhava а prayers, затем and начнется then занятие the по Бхагавад-гите Bhagavad с Gita его class милостью with His Яшоданандана и grace. Прабhu. Yashodanandana Prabhu. Hari Hari Bol. जय राधा माधव कुंज बिहारी
Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Punya Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Paramahamsa Paribhajagacharya Sukhavesya Smadhavadikam Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai Ramacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai Prem Sutta Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaur Bhakti Ki Jai Sri Radha Krishna Gopinath Sam Kanda Radha Kanda Giri Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी भक्तवृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द ऑल ग्लोरीज टू द थैंक यू वेरी मच Om Ajnanathimirantasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaguna Raghunathan Anvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaguna Lalita Shri Vishakanvitam Shcham E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Sri Krishna Chaitanyam Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Мы будем читать оригинальное издание Бхагавад-гиты издательства Макмиллан 1972 года. Неискаженную версию. Мы остановились на 7 главе, текст номер 5. Все переводы, синонимы, разъяснения и комментарии, представленные Его Божественной милостью А.Ч. Бхактивидантой Свами Прабхупадой, основателем Ачарьей Международного общества сознания Кришны, также известного как Движение сознания Кришны. Апареям митастваньям пракритим видиме парам Jiva Bhutam Mahabaho Yayedam Daryate Jagat Apara Низшее Iyam это, Itaha кроме этой, Tu но Anyam another другую Prakritim энергию Vidhi just постарайся понять, Me мою Param superior высшую, Jiva Bhutam the living живые entity существа, Mahabahu о Almighty могучие Armed One руки, Yaya by при whom помощи которой Idam this этот Daryate being utilized or используется или exploited эксплуатируется Jagat the material материальный world. мир. Translation by Srila Перевод Шрилы Prabhupada. Прабхупады. Помимо этой низшей природы, о могучей руки Арджуна, у меня есть высшая энергия, которая проявляется в виде живых существ, борющихся с материальной природой и поддерживающих эту Вселенную. Комментарий Его Божественной милости. Здесь ясно сказано, что живые существа принадлежат к высшей природе или энергии Верховного Господа. Низшая энергия – это материя, проявляющаяся в различных элементах, таких как земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго. Обе формы материальной природы, а именно грубая, такая как земля, и тонкая, такая как ум, являются продуктами низшей энергии. Живые существа, которые используют эти низшие энергии в различных целях, представляют собой высшую энергию Верховного Господа. И именно благодаря этой энергии функционирует весь материальный мир. Космическое проявление не способно действовать, если его не приводит в движение высшая энергия, живое существо. Энергии находятся под непрестанным контролем работника энергостанции. Таким же образом, живые существа всегда находятся под контролем Господа, и они не независимы. Они никогда не обладали равным могуществом, как считают некоторые недалекие люди. Различие между живыми существами и Господом описано в Шримад Бхагаватам следующим образом. 10.87.30. Aparimita drubastanu brutu yadi saravagatas tarahim nashasyati niyamno dhruva netarata ajani yanmayam taravimuchya niyantri bhavet samam manujanatam yadamatam matadushtaya. O Supreme Eternal,
О высочайший вечный Господь, если бы воплощенные живые существа были вечными и всепроникающими, как Ты, то они не подчинялись бы Твоему контролю. Но если считать живые существа мельчайшими энергиями Твоей милости, то они сразу же попадают под Твой верховный контроль. Поэтому истинное освобождение подразумевает, что живые существа подчиняются Твоему контролю, и это подчинение делает их счастливыми. Только в таком конституциональном положении они могут контролировать что-либо. Таким образом, недалекие люди, отстаивающие монистическую теорию о том, что Бог и живые существа равны во всех отношениях, на самом деле вводят в заблуждение себя и других. Верховный Господь Кришна – это единственный, кто управляет, а все живые существа находятся под Его контролем. Эти живые существа являются Его высшей энергией, потому что по качеству своего существования они не отличны от Всевышнего, но по количеству могущества они никогда не сравнятся с Господом. Эксплуатируя грубую и тонкую низшую энергию, материю, высшая энергия, живое существо, забывает о своем истинном духовном разуме и интеллекте. Эта забывчивость вызвана влиянием материи на живое существо. Но когда живое существо освобождается от влияния иллюзорной материальной энергии, оно достигает стадии, называемой мукти, освобождения. Ложное эго, находясь под влиянием материальной иллюзии, размышляет таким образом: «Я – материя, и потому нажитая материальная собственность принадлежит мне». Его истинное освобождение осознается, когда оно освобождается от всех материальных представлений, в том числе от идеи о том, что оно становится единым с Богом во всех отношениях. Таким образом, можно сделать вывод, что Гита подтверждает, что живое существо – это всего лишь одна из многочисленных энергий Кришны. И когда эта энергия освобождается от материального загрязнения, она становится полностью сознающей Кришну или освобожденной. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Bhakti Siddhanta Shishyaya Bhakti Vedanta Namine Prasannaya Prashantaya Tasmai Shri Gurave Namah Bhagavad Vandanam Khadyam Guru Vandana Purvakam Kshiram Sharkara Yuktam Kadatihi Visheshataham Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шрилой Прабхупадой, моим духовным учителем, нашим духовным учителем, который открыл нам глаза и вывел нас из тьмы невежества светом факела трансцендентного знания. Итак, это очень важный стих из Бхагавад-гиты. Кришна продолжает тему, затронутую в 4 тексте, в котором он описывал 8 отдельных материальных энергий. Мы видели, как Шрила Прабхупада в предыдущем стихе описал 3 Вишну, различные воплощения Пуруши, то, как создается материальный мир, как он поддерживается и как появляются в нем живые существа.
Прабхупада описывал там, что такое ложное эго. И в этом конкретном тексте он также подробно останавливается на этом вопросе, на странице 370. Катхопанишат это описано так. Разница между Богом и живыми существами заключается в том, что они оба вечны. И живое существо, и Верховный Господь Кришна вечны, но Он обеспечивает всем необходимым все живые существа. Только Бог может позаботиться обо всех живых существах. Он обладает таким могуществом, но мы на это не способны. Хотя мы так же, как и Он, вечны, тем не менее мы не способны обеспечить всех всем необходимым. И здесь Прабхупада замечательно объясняет. Эти живые существа, говорит он, представляют собой высшую энергию, так как они обладают теми же качествами, что и Всевышний. Но количественно их могущество никогда не сравнится с могуществом Господа. Немного дальше Прабхупада говорит об этом ложном эго следующее. Ложное эго, находясь под влиянием материальной иллюзии, размышляет таким образом. «Я – материя, и потому нажитая материальная собственность принадлежит мне». И это очень важный момент, потому что мы видим, как по всему миру разные нации, сообщества и партии борются за собственность. Они борются за контроль над собственностью, над землей, над различными территориями. И все это происходит из-за иллюзии того, что это мое или принадлежит моему сообществу, моей стране или моему народу. Нет, все принадлежит Богу. В конце 5 главы Бхагавад-гиты наш Господь Кришна говорит: Суридам сарвабхутанам ятмамам шантимричати. Великие личности достигли полного покоя, потому что поняли 3 вещи. Очень просто. То есть Бог наслаждается всеми нашими действиями. Все действия должны быть направлены на удовлетворение Кришны. Далее. Он повелитель, Он хозяин всего. В начале Шри Ишапанишат говорится: все находится под контролем Иши, управляющего, Кришны. И 3-й пункт. Кришна – это друг всех живых существ. Это то, что мы обсуждали на прошлом занятии. Кришна пребывает в сердце каждого живого существа. И что происходит, когда человек это понимает? Он обретает счастье, он обретает покой. Но ложное эго нужно держать под контролем. Если человек думает: это мое, я наслаждаюсь этим, я действующий. На санскрите это называется... Человек думает: я тот, кто действует и все контролирует. Но это майя, это иллюзия. Большая иллюзия. Эта иллюзия привязывает живое существо к материальному миру. Чтобы освободиться от этого, Прабхупада объясняет, его истинное положение осознается, когда оно освобождается от всех материальных представлений, в том числе от идеи о том, что оно становится единым с Богом во всех отношениях. Это очень важный момент, потому что мы видим, что в Индии, да и во всем мире, люди, стремящиеся к духовной жизни, часто попадают под влияние этой философии майявады. Это очень и очень опасная философия. На самом деле, Чайтанья Махапрабху часто говорил, он говорил, что те, кто являются майявади, имперсоналистами, они являются оскорбителями лотосных стоп Кришны. Вот почему мы должны быть очень внимательны, изучая эту философию.
чтобы ясно понимать высказывания Шрилы Прабхупады. В 1977 году мне посчастливилось провести некоторое время со Шрилой Прабхупадой. В мае мне было поручено в течение 2 недель делать ему массаж ног, так что несколько ночей в то время Шрила Прабхупада попросил меня преподавать в Гурукуле во Вриндаване. Поэтому Шрила Прабхупада спросил меня, каким образом ты преподаешь, чему ты их учишь? Прабхупада говорит, объясни мне, чему ты их учишь. Я ответил ему, вместе со студентами мы читаем ваши книги, Шрила Прабхупада, а также мы читаем текст. Мы читаем каждое слово, слово за словом, после мы читаем перевод, а затем комментарий. А старшие ученики делают записи и пометки. Каждый раз, когда встречается стих на санскрите или бенгальский стих, или несколько санскритских слов вместе, они делают пометки. Каждый раз, когда встречается аналогия, они делают пометки. И в целом они анализируют все, что они встречают в ваших комментариях, и делают четкие и понятные поясняющие записи. Прабхупада был очень доволен этим. Он сказал тогда, что все мои ученики должны изучать книги именно так, очень подробно. Каждое слово нужно тщательно изучать. Конечно, в те времена у нас не было компьютеров и поисковых систем. Хотя компьютеры появились еще в 1977 году, но у нас не было поисковых систем, с помощью которых можно было бы изучать множество различных цитат. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы преданные очень тщательно анализировали и изучали его книги. Есть чтение, а есть изучение. К сожалению, сейчас у людей очень короткая продолжительность концентрации внимания. Если человек серьезно относится к духовной жизни, он должен читать и изучать эти книги. В противном случае легко попасться на удочку различных бессмысленных, нелепых, глупых и абсурдных философий. Буквально на днях один преданный прислал мне цитату из беседы со Шрилой Прабхупадой. Потому что в интернете некоторые ученые и, вернее сказать, псевдоученые, так называемые ученые, обсуждали Шрилу Прабхупаду и критиковали его за различные социальные взгляды на женщин, на Вселенную, на его отрицание полета на Луну и за множество других противоречивых высказываний Шрилы Прабхупады. И эти индивиды были убеждены, что Прабхупада ошибался, что он, по сути, говорил, исходя из своих обусловленных представлений, из-за своего воспитания, полученного в Индии и Калькутте, британских школах и всего такого. Есть очень показательная беседа, которая состоялась во время утренней прогулки в Майяпуре, в Индии, в 1976 году, 16 марта. Преданный, Шрила Прабхупада, какими качествами должен обладать идеальный лидер? Прабхупада. Он не должен ошибаться, впадать в иллюзию, обманывать, а также у него не должно быть несовершенств. Если он совершает ошибки и находится в иллюзии, то он обманщик и не обладает совершенством. Следовательно, он не способен никого за собой вести и быть лидером. Если ты думаешь, что твой лидер ошибается, значит ошибаешься ты. Прабхупада рассмеялся. Другими словами, чистый преданный, ачарья, получает прямые указания от Кришны. В Чайтанья Чаритамрите в Антя-Лилия в 5 главе в одном из комментариев Шрилы Прабхупады описывается, что духовный учитель получает прямые наставления от Верховной Личности Бога. Прабхупаде не нужно было изучать какие-то научные труды или диссертации. Вовсе нет. Прабхупада находится в непосредственном контакте с Кришной, и все, что он говорит, следует понимать как наставление самого Кришны. В 1976 году в Нью-Йорке один репортер спросил Прабхупаду, как вы определяете, кого выбрать на ту или иную должность?
Тогда один из учеников принялся объяснять. Ну, вы знаете, когда мы принимаем решение, это происходит благодаря уму, что-то в этом духе. Но Прабхупада сказал, нет, Кришна скажет преданному напрямую. И это высшая стадия чистого преданного. Она называется Уттама Махабхагавата. А не так, что мы считаем, будто бы Прабхупада в каких-то материальных вопросах мог ошибаться, но в духовных вопросах все было хорошо, все было идеально. Нет, все совершенно иначе. Это неправильное понимание. Потому что если кто-то так думает, то это значит, что он придирается к ачарье. В 11 песне Шримад Бхагаватам Кришна говорит, что ачарья – это он сам, и что никто не должен завидовать ачарье. Никогда не следует пренебрегать ачарьей, подлинным ачарьей, самореализованным ачарьей, освобожденным ачарьей. Тут не имеется в виду какой-то показушный, самопровозглашенный ачарья или политичный ачарья, избранный голосованием. Это не является стандартом. Полностью реализованный ачарья. Вот о ком говорит здесь Прабхупада. Никогда не следует думать, что он обычный человек. Никогда. Если кто-то думает, о, Прабхупада был обусловленным своим воспитанием, образованием, полученным в школах Калькутты, то это просто абсурд. Это оскорбительно. Очень оскорбительно. В Чайтанья Чаритамрите есть один стих в Мадхья-лиле, что означает, никто не может постичь деяния совершенного вайшнава, чистого преданного вайшнава. А не то, что некоторые там размышляют себе, о, я очень умный, у меня докторская степень, степень магистра или что-то в этом роде, и теперь я могу понять Прабхупаду. Так много ты всего можешь понять. Так много недостатков. Если человек высокомерен и думает, что он понял образ мысли чистого преданного, то это очень опасно. Очень опасно. Я как-то рассказывал историю о том, как один ученик в Калькутте спросил у Шрилы Прабхупады: «Скажите, пожалуйста, когда духовный учитель закрывает глаза, что он видит?» На это Прабхупада его упрекнул и сказал, что ему не следует задавать подобные вопросы. Тогда преданный переформулировал свой вопрос. Прабхупада, если чистый преданный, если он закрыл глаза, что он видит? И тогда Прабхупада ответил, что чистый преданный, закрывая глаза, видит игры Кришны, и они проявляются в его сердце 24 часа в сутки. Так что это очень возвышенное положение. Когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, мы понимаем, что это не просто результат каких-то академических исследований или академических знаний. Нет, это непосредственное осознание Кришны чистым преданным. Это очень важно. В 1970 году, когда вышла книга «Нектар преданности», Шрила Прабхупада сказал нескольким своим старшим руководителям, что эта книга является сводом законов ИСККОН. В наши дни некоторые высокопоставленные лидеры выдумали целый ряд законов ИСККОН, в которых содержится множество противоречий. Целый ряд законов ИСККОН. Они могут заменять законы, вносить в них поправки и делать многое другое, но эта книга «Нектар преданности», по словам самого Шрилы Прабхупады, является сводом законов этого общества. Это свод законов нашего движения. Следует очень внимательно изучать послания ачарьи, его труды. Очень. Очень внимательно. В Шри Вайшнавской сампрадае, после ухода Рамануджи в Шри Рангам, который находится в Южной Индии, вторглись мусульманские захватчики. Так вот, они пришли, и когда Шри Вайшнавы в Шри Рангаме, последователи Рамануджи, увидели это, они взяли комментарий к Шри Бхашье. Шри Бхашья – это комментарий к Веданта Сутре, составленный Рамануджа Ачарьей. Один из его последователей и слуг по имени Сударшана Сурья написал комментарий к Шри Бхашье.
Но в те времена не было таких книг, как у нас. У них не было этого. Такого еще не было. У них не было книгопечатания. Они делали это на пальмовых листьях. Была рукопись. Книги в то время были рукописными. Это было примерно 700-800 лет назад. Поэтому вайшнавы, чтобы сохранить эту драгоценную литературу, и Шри Бхашью, и комментарии к ней, взяли их и отправились в путь. Они отправили их с одним великим ачарьей по имени Веданта Дешика. Он покинул Шри-Рангам, взял с собой эти драгоценные книги и спрятался в Карнатаке. В одном месте недалеко от реки Годавари. Затем несколько преданных взяли божество Ранганатхи, вынесли его из храма, погрузили на повозку, запряженную валами, и увезли, чтобы мусульманские захватчики не уничтожили божество. Так они не смогли даже прикоснуться к божеству. И тогда 1000 Шри Вайшнавов вышла навстречу армии. Конечно, все они были зарезаны и убиты, но они принесли эту жертву, дабы сохранить учение, сохранить свою священную книгу. Но почему они пошли на это? Потому что они понимали, что эти книги, написанные великими ачарьями, являются прямыми откровением Господа Кришны, Господа Вишну. Дело не в том, что какой-то знаток санскрита и бенгальского языка случайно собрал воедино. Конечно, это очень научный подход, но это прямые откровения Кришны, его чистому преданному. Это очень важный момент, потому что сейчас мы видим, что некоторые люди настолько высокомерны и глупы, что критикуют Шрилу Прабхупаду. Один такой высокомерный человек даже заявил, что Прабхупада был его видом ачарьи, а я мой вид ачарьи. Я сам себе ачарья. Что-то в этом роде. Это высокомерие, дремучее высокомерие. Это очень опасно. Другой из этих так называемых образованных докторов философии заявил, что Прабхупада превысил свои полномочия. О, теперь ты такой великий ачарья, что можешь критиковать своего гуру? Ты можешь критиковать ачарья в сампрадае? Просто посмотрите, какая глупость. Они придираются к Прабхупаде, и в конечном счете это приведет их к падению. Это приведет их к духовной гибели. Это крайне опасная позиция. На прошлой неделе мы читали лекцию Шрилы Прабхупады от 10 марта 1972 года, записанную во время беседы во Вриндаване, где Шрила Прабхупада говорит: «Ачарья так же хорош, как и я». Это цитата из Шримад Бхагаватам 11.17.27. Кришна говорит: «Никогда не пренебрегай им, никогда не завидуй ачарье, считая его частью этого материального мира». Таким образом, положение ачарьи такое же, как и положение Кришны. Ачарья всегда осторожен, чтобы его не подвергли критике. Но тот, кто критикует ачарью, тут же переходит в разряд оскорбителей. Поскольку он играет роль ачарьи, он играет свою роль настолько хорошо, насколько это возможно. И иногда для проповеди ему приходится делать что-то непоследовательное. Если же его критикуют, то тот, кто критикует, становится... Конечно, он должен быть ачарьей, а не противорщиком. Обычный человек не может нарушать законы. Но иногда можно заметить, что Кришна и его представители, ачарья, нарушают их. Поэтому Кришна говорит: в Чайтанья Чаритамрите Вайшнава Ачарья, его деятельность непонятна даже самому мудрому человеку. Ачарья, гуру, он полностью предался Кришне. Он нашел прибежище у Кришны, полностью освободившись от всех материальных привязанностей. Это очень важный момент, потому что сейчас мы видим, как многие люди анализируют противоречивые высказывания Шрилы Прабхупады о социальных проблемах,
о положении женщин, о ведической системе, о правильном понимании брака и о многих других вещах. И некоторые люди, воспитанные в духе западной материалистической философии, смотрят на это и начинают придираться к Прабхупаде. Тут дело не в Прабхупаде, а в тех учениках, которые не принимают его. В 1974 году мы с Гуру Крипой были на Гавайях, и у одного ученика, старшего ученика, были проблемы, трудности. Шрила Прабхупада был в аэропорту, и он прочитал там очень серьезную и тяжелую лекцию о том, что Чайтанья Махапрабху может быть твердым, как молния, и мягким, как роза. Прабхупада критиковал идею о том, что кто-то, принявший обет отречения от мира, крадет деньги из храма и занимается незаконной деятельностью. Позже, когда мы сели в машину, Прабхупада спросил: «Как вы думаете, почему я добился успеха?» Гуру Крипа ответил: «Ну, вы же чистый преданный, вы же Махабхагавата». Я сказал в свою очередь: «Ну, Прабхупада, вы же Шактивешаватара». Но Прабхупада сказал: «Нет, нет, нет. Все потому, что я обходил стороной все эти дела, связанные с незаконными половыми отношениями и прочей чепухой. Вот почему я успешен». И Прабхупада продолжил: «Я всегда говорю всем своим ученикам: повторяйте свои 16 кругов, следуйте этим принципам, и вы вернетесь к Богу уже в этой жизни». Но они этого не делают. Прабхупада поднял руки и сказал: «Что я тут могу поделать? Я дал им наставления, но они им не следуют». Итак, это очень важный момент, потому что мы видим, что у некоторых учеников проявляется бунтарский настрой, особенно у этих особо образованных. Некоторые эти так называемые доктора наук и магистры начинают придираться к Прабхупаде. «О, Прабхупада сказал то-то и то-то, это не соответствует нашему пониманию или историческому пониманию той или иной ситуации», и так далее и тому подобное. Вовсе не так следует понимать чистого преданного. В Падмапуране мы видим, как Прабхупада цитировал: «Если ты думаешь, что духовный учитель, самореализованный ачарья, похож на обычного человека, на обусловленную душу, асиатму, то ты нараки, ты опустишься на низшие планеты». Это очень опасная позиция, особенно для ученика, который дал обет, что примет прибежище у Шрилы Прабхупады, его наставлений и будет следовать им. Но они становятся настолько образованными и начитанными, что у них хватает наглости критиковать ачарью. Мы поем это каждый день. Если человек удостоится милости духовного учителя, он получит милость Кришны. Но если же человек вызывает недовольство духовного учителя, то он собьется с духовного пути. Мы на практике видели в присутствии Прабхупады одного такого сверхумного, так называемого ученика, который принес в комнату Прабхупады телевизор, пытаясь доказать ему, что кто-то там побывал на Луне или на какой-то другой планете. Прабхупада ему говорил: «Ну ты просто посмотри. Согласно Бхагавад-гите, они не могут туда попасть. Ты не можешь попасть на другую планету без подходящего тела. Ты не сможешь попасть туда искусственным образом. Искусственным образом ты можешь думать, что находишься на пути туда, но реально попасть туда ты не сможешь». Ученик был так сбит с толку, что ушел, и он, как говорится, булькнул, погрузился обратно в Майю. Так что те люди, которые критикуют Шрилу Прабхупаду, придираются к Прабхупаде или к тому, как Прабхупада организовал свое движение, это ставит их в очень-очень опасное положение, очень опасное. Им следует немедленно прекратить свои домыслы и нести чепуху. Немедленно. Это очень важный момент. Итак, давайте начнем обсуждение, а то я слишком долго не закрывал свой рот. О, и кстати, я должен поправить Вишвакарму Прабху. Что касается обращения, его милость, His Grace. Слово disgrace, позор, было бы более уместным для меня, для такого незначительного человека, как я. Я понимаю его точку зрения, но все же лучше не использовать эти термины по отношению ко мне. Харе Кришна. Теперь пришло время для обсуждения, комментариев, замечаний, предложений и исправлений. Большое вам спасибо, Прабху, за ваше блестящее объяснение философии сознания Кришны.
И, конечно, нас вдохновляет то, что мы называем изначальным стилем нашей философии, который заключается в повторении слов нашего духовного учителя, а не в том, как люди в наши дни рассуждают о Кришне и его играх и забегают вперед. Прежде чем мы начнем задавать вопросы, я бы хотел упомянуть кое о чем. Я вижу, что у некоторых из вас есть вопросы, и мы обязательно на них ответим. Здесь, в комментарии, Прабхупада делает несколько очень глубоких замечаний, которые могут помочь нам по-настоящему понять наше положение как духовных душ. He says, Prabhupada says, while exploiting, it's on page 370, in the middle of the purport, while Прабхупада exploiting the говорит, gross используя грубую и тонкую низшую энергию, материю, высшая энергия, живое существо, забывает о своем истинном духовном уме и интеллекте. Итак, мы пришли к выводу, что существует материальный разум и материальный интеллект. Эта забывчивость вызвана влиянием материи на живое существо. Но когда живое существо освобождается от влияния иллюзорной материальной энергии, оно достигает стадии, называемой мукти или освобождения. Ложное эго, находясь под влиянием материальной иллюзии, размышляет таким образом: «Я материя, и поэтому нажитая материальная собственность принадлежит мне». Оно начинает понимать свое истинное положение лишь тогда, когда оно освобождается от всех материальных представлений, в том числе и от идеи о том, что она становится во всех отношениях единым с Богом. У меня в этом есть практический опыт, когда я общаюсь со многими бхактами, с которыми мы пытаемся говорить о сознании Кришны здесь, в нашем регионе, в нашей местности. Люди сегодня так озабочены собой, все сводится к «я», «мне» и «моё». Я помню, как учился в университете Торонто в 1970 году. Это мои воспоминания. Я помню, как я играл в хоккей за юношескую команду Сент-Майк. Я помню, как поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелес и получил докторскую степень. Я помню все эти приземленные мирские бытовые вещи из своей прошлой жизни, которые как раз демонстрируют то, что Прабхупада объясняет здесь как забывчивость духовного разума и интеллекта живого существа, которое поглощено своим ложным чувством идентичности. И поэтому это проявляется в их речи. Все, что они делают, это несут чушь. Постоянное ложное эгоистичное объяснение того, кто они такие и насколько они велики. И это продолжается вновь и вновь. Многие люди, находящиеся на мирской платформе, проводят время, обсуждая свою семью. Особенно сейчас, в Рождество. Люди просто проводят время, обсуждая свою семью. «О, моя сестра, мой брат, мои дети». Но это полное погружение в мирскую жизнь. Таким образом, философия сознания Кришны заключается в том, чтобы не в том, чтобы отстраняться от заботы о семье или от того, как обстоят дела в этом мире. На самом деле нужно выйти за эти рамки,
постоянно absorption погружаясь в процесс сознания in the Кришны. Krishna conscious process. So it's a reorientation Таким образом, from происходит material mind переориентация с and материального material ума и intelligence материального to интеллекта на spiritual mind. духовный For ум. example, Например, if you chant если your вы rounds каждый every день day, повторяете свои which круги, everyone is, а все who is a ученики Prabhupada Прабхупады disciple обязуются повторять свои is круги. committed to chanting their rounds. Well, chanting your rounds Что ж, does take повторение кругов approximately 2 занимает около hours 2 часов of сосредоточенной focus. So практики. Так что это часть that is a процесса part очищения. of the purification process. In other words, you're not thinking И about I, другими me, and словами, mine. вы You're не not thinking думаете about о «я», your «мне» и family. «моё». You're not Вы не thinking думаете о about своей what семье, Christmas вы не presents думаете о you're том, going to be какие buying, рождественские or подарки how much собираетесь money I'm going купить, to make или today. сколько You're денег я thinking сегодня about Krishna заработаю, by chanting the holy повторяя name. Его святое So имя, chanting вы is a думаете key лишь о Кришне. to Таким the образом, purification воспевание – это process, ключ к процессу to очищения, develop the spiritual который mind способствует and развитию духовного intelligence разума of и a интеллекта person. Now, человека. along with that, Кроме we того, have so если many, if you разделить divide the день, day, состоящий из the 24 24 часов, hours, на разные отрезки, down into то different получится, что sections, у вас есть you have so many достаточно hours много for времени на your сон, sleeping. затем у вас Then you есть have so много many hours времени и for your часов, eating которые вы or тратите на your food приготовление preparation. и прием You пищи, have много so часов вы many тратите hours на работу, for ведение doing work бизнеса in и на business выполнение прочих административных and задач, other которые administrative вам activities необходимо that you have to выполнять. perform. So these activities have to be Так вот, dovetailed все эти виды in the деятельности service of должны быть Krishna. неразрывно связаны And by со doing служением this, Кришне, и благодаря then этому начнут your пробуждаться spiritual ваши senses духовные become чувства, aroused, а не not your мирские. mundane senses. And along with that, as И как Yashodanandana Яшоданандана прокомментировал commented сегодня утром на in занятии, the мы class также this morning, должны we прилагать also are усилия, compelled чтобы to следовать 4 make регулирующим an effort to принципам. follow the 4 regulated principles. Very important Это очень важно, because no intoxications, потому что нельзя no употреблять meat eating, алкоголь, есть including fish and мясо, eggs, в том числе no рыбу и gambling. яйца, и играть в азартные игры. Nowadays, В наши gambling дни азартные игры is становятся becoming the самой biggest распространенной disease on the болезнью на earth. Земле. If you watch these sporting Если вы events that they посмотрите have, спортивные трансляции, everything is gambling. то увидите, что Everybody is все играют в gambling. азартные игры. It's Они proliferated буквально заполнили into все every телефоны. phone. Nowadays, they have all these companies В наши дни все эти who компании, have которые made активно продвигают свои приложения great для азартных inroads игр в современных into медиа, the modern media streams with their gambling apps. And people are gambling они from minute to затрагивают, minute. заставляют In людей other играть в words, азартные игры каждую example, минуту. Другими a person словами, comes up to the например, bat в бейсбольном матче in a игрок baseball game. выходит на поле. So now, Yashoda, this is what they do. Так вот, They have, Яшоданандана, вот you что can они bet делают. on Вы the можете сделать batting ставку на sequence of то, the как individual, игрок будет whether or отбивать not мяч. they'll hit the Либо ball or ударит он по not. мячу или нет. It's like down to individual Это похоже на detailed детальное aspects рассмотрение отдельных of some аспектов какого-либо sporting спортивного event. I've never события. seen these Я applications сам никогда не myself, пользовался этими but it's приложениями, been но мне explained to me объяснили, как они how this работают. operates. So gambling is Так что completely out азартные of игры control. полностью вышли из-под контроля. Illicit sex life, Или, например, the незаконная половая standards жизнь. by Стандарты, which по которым people are сейчас raised воспитывают now in людей в плане terms половой of жизни, sex сильно отличаются от тех, life что are были much different even 30 или than 40 лет назад. 30 or 40 years ago. Now it's completely Сейчас это обрело whimsical, совершенно and своенравную it's и низкую also форму. very degraded. Nowadays, they're teaching Сейчас в the школах kids in учат, что school можно выбирать, какого that пола you ты can make a будешь. choice on what gender you are. Gender Вы selection. представляете,
выбор своего And that пола. leads to all kinds И of это приводит к degraded разного рода ужасной promiscuity. People распущенности. don't realize what that Люди даже не means, how понимают, что это значит, degraded, how насколько intrinsically человечество degraded деградирует. the human population is becoming. As far as meat eating, Давайте посмотрим на it's, употребление мяса. it's just raging on Оно without any просто hesitation процветает, и никто не задумывается by о том, anybody что можно or есть, а чего discrimination of нельзя. what to eat and what not to eat. So, and then with all of this and Или, with например, intoxications, like интоксикации. at Как Christmas now, сейчас на Рождество everybody's люди думают, thinking, oh, okay, I'm ну going to ладно, go пойду visit my навещу parents, родителей или or друзей. I'll go visit my friends. And Vinkat, what do they do when they И get there? Винкат, Oh, let's как вы have a drink. думаете, что они делают, Let's когда have a приходят в drink гости? О, of давай alcohol. выпьем. Well, Давайте not only have a выпьем drink, какой-нибудь let's have алкоголь. 5 Ну, drinks. не пить же одну рюмку, If давайте you've выпьем ever 5 drank, рюмок. if you Но drink если вы выпьете 3, 3 4 или or 5 4 рюмок, то or вы 5 полностью drinks, you're опьянеете. drunk. Nowadays in В наши Canada, дни в Канаде распространены все формы all интоксикации. forms of intoxication are there. Of course, they haven't permitted the use Конечно, of они не разрешают использовать fentanyl or фентанил и другие whatever подобные these other drugs препараты. that they have, but at the same time, people Но в то же are время люди stoned, they're обкурены, drunk, пьяны, they're ведут беспорядочную promiscuous, they половую stuff their жизнь, faces объедаются with meat, мясом and they и spend their целыми days днями играют в gambling. азартные Is игры. that a spiritual Это body? что, духовное No. тело? Нет. There's В этом no современном мире spirituality нет in this духовности. modern А world. потом And then люди people are asking, спрашивают, почему why are идут there войны? wars? Почему повсюду Why is убивают it that людей? people are being killed everywhere? How about collective А как karma? насчет коллективной How кармы? about an Как же understanding of the понимание цели purpose of человеческой human life, жизни, которая which is being теряется lost в этом in this деградированном образе degraded жизни Кали-юги? lifestyle of the Kali Yuga? That's what this is about. Вот в чем дело. Unless Если люди people не wake осознают, up что этот мир to катится this в ад, то со realization временем все that будет this world потеряно. is going to hell, then everything will be lost in due course of time. Nowadays, there's В even наши a дни threat of существует даже nuclear угроза war. ядерной войны. Так и Really, есть. very much Война so. может It перекинуться could с украинского proliferate out поля of the боя на Ukrainian Европу. battlefield into Europe, and then hopefully А not затем будем надеяться, что spread она throughout не the world, распространится because по these всему миру, powers, потому что эти these great державы, эти powers, великие державы, political политические powers, силы, governments are правительства at odds with враждуют each друг с other другом over из-за I'm not sure чего-то, what. но я не знаю из-за What чего. are they trying to Чего они achieve? пытаются добиться этим? Complete Это какое-то madness. абсолютное So безумие. for Поэтому мы us, тратим времени на изучение we книг. spend our time studying the books. So during getting back Итак, to what I was я saying, вернусь к so тому, о throughout чем the day we говорил. have В our течение дня у нас есть schedule. свое Like расписание. every day Каждый день здесь, в here in нашем the центре, в center here in Гамильтоне, мы Hamilton, идем на we кухню, go to the kitchen and we have где to do the нам cut up, нужно and we have to нарезать clean the продукты, dishes, and помыть we посуду, have to prepare приготовить the просад для prasadam for the божеств, а deities, затем and then we раздать have to просад. distribute the prasadam. So that takes time. И это занимает время. That's a good Это service. замечательное служение. And then И we еще might нам have могут phone звонить по calls. We have to телефону. call Нам нужно people to discuss созывать our людей, plans чтобы for обсудить наши spreading планы по Krishna распространению consciousness сознания and how we're Кришны going to и то, become как мы будем действовать organized. сообща. That's a good Это use of правильное time. We have использование to chant времени. our Нам rounds. нужно We повторять have свои to read the круги, нам нужно books. читать We книги. have to Именно spend так some нужно time with проводить that. свое So время. this is the idea. Итак, идея To, состоит в to том, чтобы use our использовать spiritual наш духовный mind разум and и spiritual духовный интеллект intelligence 24 часа в 24 hours a сутки day and elevate ourselves и out of the возвыситься над conditioned обусловленной life жизнью, that в we're которой мы currently in, сейчас находимся. we're situated in, because the Kali Потому Yuga, что everyone, is Кали-юга, advancing преданная, at a прогрессирует very очень rapid быстро. pace, И мы and we're пытаемся так trying или somehow иначе or other to остановить этот check процесс с помощью it сознания with Кришны, the которое introduction of Krishna распространяет consciousness наш духовный by учитель, our spiritual его master, божественная His Divine милость Grace, Ача A.C. Бхактивиданта с Bhaktivedanta вами, Swami Шрила Prabhupada. Прабхупада. Vinkat, who had a Винкат, у question? нас есть Was вопросы? it Ulysses Улис хотел had задать a вопрос? question? Yeah, right. Винкат, Yeah. да, Bhakti у Ulysses, Бхакти Улиса Prabhu Прабху has a есть question. вопрос. Bhakti Ulysses, our Бхакти friend Улис, in наш друг из Mexico, Мексики, on his farm.
Он Please come живет на forward and своей give us a ферме. question. Пожалуйста, задай свой вопрос. Hare Krishna, please Харе accept my Кришна, obeisances. пожалуйста, примите мои With поклоны. the Мой question is, вопрос звучит так. with the modern С technology, помощью современных we can do технологий so many мы things. можем делать Like много. there's air Например, у conditioning, нас cooling есть fans, кондиционеры, вентиляторы, self-driving cars, беспилотные internet, автомобили, all these machines. There интернет are so и many все эти machines that машины. make life Существует very множество машин, comfortable. которые делают жизнь очень But God комфортной. instead wants Но Бог persons to хочет, work чтобы люди были as Его His servants. слугами. Он He не won't будет use a пользоваться mechanical механическим pen, вентилятором. but Вместо instead He этого Он wants хочет, a чтобы servant to слуга manually омахивал fan him. его веером. There's cow milking Есть machines, машины для but He доения instead коров, но Он prefers предпочитает доить milking их by hand. вручную. So why doesn't Так God just почему make же Бог не sophisticated создает machines like такие we see сложные today? машины, What как is the те, need что of мы all видим this сегодня? superior Зачем нужна energy, the вся эта living высшая entities? энергия, живые They fall существа? down, they get Они addicted to деградируют и gambling, становятся drugs, and зависимыми от sex. азартных игр, So what is the наркотиков и purpose секса. of free Так в will? чем же тогда смысл свободы воли? Thank you. Yashodanandana, please. Ишвананандана, answer that. Прабху, не могли бы вы ответить на это? Prabhu, you're on Microphone. mute. God did not create the Бог не machines. The создавал machines were машин. created by Машины были men созданы for людьми various для разных purposes. целей, To чтобы try to попытаться make сделать life жизнь якобы allegedly более more comfortable, but комфортной. then they become Но в more итоге они entangled. только все усложняют. Just like they've Точно invented так all же, как these они изобрели cars все and эти airplanes and автомобили, everything, самолеты then и they figure прочее, out, а oh, потом there's so поняли, much что все pollution. это сильно Yeah, загрязняет окружающую среду. because this is И not они the правы, natural way of так как living. это совершенно This is a big неестественный problem. образ This жизни. modern Это большая civilization is проблема. not a Современная sustainable цивилизация не является economic устойчивой model. экономической моделью. Therefore, in the Vedic Таким system, образом, в everything is ведической based on системе все agriculture. основано на сельском хозяйстве. Even in Даже в India, Индии, even in даже в most of большей India, in the части villages, Индии, в everything is деревнях very все simple. очень просто. This whole civilization of running with Вся эта cars and цивилизация с машинами, airplanes and самолетами и computers, it may be компьютерами very может быть convenient, очень but it удобно, has a lot of но у нее много downsides, a недостатков, lot of много problems. проблем. Prabhupada Прабхупада used to советовал recommend that преданным devotees should get обзавестись some land, землей, some коровами, cows, grow some выращивать food, еду, grow some crops, сельскохозяйственные grow some культуры и цветы. flowers. This is a natural way of living. Это естественный образ Prabhupada was жизни. in В Nellore in 1976 году 1976, Прабхупада был в Неллоре. and we took a morning walk one И time однажды just мы outside отправились на утреннюю прогулку недалеко of от того места, где the жили. place where we're living, and there was a man that was living there Там with жил his wife мужчина с and his женщиной и two двумя small маленькими children, детьми. and he had a У little hut, него была a very маленькая small hut. хижина, очень All the маленькая walls хижина. outside and Все inside were стены with cow dung, снаружи и внутри были and he had a обмазаны коровьим thatched roof over навозом. some Над хижиной simple была grass натянута there, крыша из обычной and травы. the man И paid этот his человек obeisances to поклонился Srila Шриле Prabhupada. Прабхупаде, а Прабхупада в When ответ Prabhupada предложил ему gave his свои pranams пранамы. back, then Prabhupada looked Затем inside the Прабхупада house, заглянул в дом and и Prabhupada сказал, says что that это this is очень very advanced living in продвинутый the mode of уровень жизни goodness. в And гуне devotees were благости. looking at the hut Преданные посмотрели в and хижину looking at на the cow стены из dung walls, коровьего thinking, навоза oh, и подумали: «О, Боже мой!» because most Americans or Westerners would Потому not be что able to live большинство like that. американцев или жителей So this is Запада the не difference смогли бы так жить. Вот в between чем разница life между in the mode жизнью в of гуне goodness, благости. simple life, Простая жизнь с with землей, land, коровами, cows, урожаем, crops, выращиванием growing фруктов и fruits злаков, and цветами. grains, flowers. This is the Вот simple что thing. такое As простота. far as all Что these касается modern всех этих conveniences, современных this is not удобств, natural. то они неестественные. It takes so Это much требует energy столько for the энергии purpose of на what? Sense удовлетворение чувств. gratification. It may be Может быть, это и convenient, but it удобно, но creates в so many конечном problems. итоге Whereas оно a natural создает столько life made from проблем, в natural то время как products естественная is жизнь, the основанная на actual натуральных simple way продуктах, for human это beings. по-настоящему If you простой look in the путь для Srimad человека. Bhagavatam, Canto Если вы 1, посмотрите в chapter Шримад 16, Бхагаватам, 17, песнь 18, 1, there's главы a lot of 16, description 17, of the reign of 18, Maharaja там много Yudhishthira описаний правления and of Махараджи Maharaj Юдхиштхиры и Parikshit Махараджа and Парикшита, how и everything того, was как flourishing все процветало because of that благодаря их simple, простому, basic, бесхитростному, приятному nice образу varnashram жизни way в that they were living. Варнашраме. Of course, in Kali Yuga, it's very difficult Конечно, в because everything is Кали-югу это upside очень down. The whole сложно, потому society что is, все the перевернуто с ног priorities на are all голову, disturbed. все But the приоритеты simple, нарушены. basic fundamental of growing crops and simple life,
Like we have a devotee friend Например, у in нас Italy, есть другой преданный в and Италии. he grows. У него не He doesn't очень have a very большая large farm, ферма, but но every он и square его inch of his жена property, him and his обрабатывают wife, каждый they're квадратный growing сантиметр tomatoes, своей bell земли. peppers, Они выращивают potatoes, so many помидоры, things болгарский there. перец, картофель и So многое другое. everybody can grow Так что some каждый food, может вырастить немного even if it's еды. a little Даже bit. That's если это fine. Just будет grow совсем some немного, food, ничего offer it to страшного. Krishna Просто like вырастите that. немного еды и I hope that предложите ее helps. Кришне. Вот так. Hare Krishna. Надеюсь, это поможет. Харе Кришна. You have another question, У тебя Ulysses? есть еще один Hare вопрос, Krishna. Улис? Харе Yes, Кришна. related. Да, этот вопрос связан с предыдущим. So we can see Мы that видим, что ordinary ученые создают scientists, they машины, make these которые, machines that как вы are, like you упомянули, mentioned, they're not недолговечные, как sustainable, механический like вентилятор. a mechanical fan. Но Бог, But God безусловно, is является certainly most наиболее intelligent, разумным, и so He поэтому could он с easily легкостью make мог бы machines that создать are гораздо better более than these продвинутые машины, machines нежели done те, что today делают by the современные modern люди. human. So why does He Так create living почему же он entities and создает all живые this rather существа than и все making just some такое, nice а не machines? просто какие-то прекрасные Well, машины? it's Что ж, not God's создание job to машин не create является machines. задачей Бога. These machines were Все эти invented машины были изобретены because of a из-за desire for стремления к sense чувственным gratification. The удовольствиям. original machines in India Первыми were the машинами bullock в cart Индии вообще and были very повозки, simple, запряженные валами. very Очень simple простой mode of вид транспорта, transportation, mode помогающий of в сельском helping with хозяйстве. agriculture. As far as why God А did что not касается create того, better почему Бог machines, не well, создал that's not God's машины job. получше, Human то это не being входит в desires, обязанности Бога. and God permits Человек it. God желает, allows и it. Бог Krishna это allows it. позволяет. But that's Бог это not the допускает. preferable Кришна way это of допускает, но это conducting не лучший способ agriculture like ведения that. сельского хозяйства. Why would God create a better machine? Зачем I Богу don't follow создавать the машины logic. получше? Я не понимаю логики. Yes, Prabhu. Do you understand my point? Вы понимаете, о чем я говорю? I wanted to make a comment А я further бы that хотел добавить, Krishna что explains Кришна that this объясняет, что body это is a тело machine является машиной, made of material energy, созданной из материальной энергии. but the real driving Но force of the body is настоящей the spirit движущей soul. силой тела является духовная So душа. above the Таким material образом, над machine материальной машиной is the находится духовная жизненная сила, spiritual присутствующая life в force that's человеке, present in the human being, which is the highest который form of является life высшей формой on this жизни planet. на этой планете. So the real problem is Таким the образом, настоящая misuse проблема of the заключается material в body неправильном использовании материального for тела material для материального развития и development, удовлетворения material sense материальных чувств. gratification. Like you said, Ulysses, Как ты they're и сказал, creating Улис, these они machines создают эти машины, to чтобы facilitate создавать what удобства. machine? Но The удобство для machine of какой the машины? material body. Для машины материального That's тела. what it is. Вот что That's это an такое. illusion. Это иллюзия. We're Мы not не these являемся этими bodies. телами. We Мы live in a живем в city городе of с 9 nine gates. вратами. The two eyes, Два the two глаза, nostrils, две the ноздри, two два ears, уха, the рот, mouth, анус и the anus гениталии. and the Этот genital. город This с is the city of 9 nine вратами. gates. And the spirit soul И в этом resides городе in this обитает city. душа. And his job is not И to ее build работа заключается не в том, чтобы создавать machines машины для to service the освобождения, для material body. обслуживания материального тела. They build all these Они buildings. строят все эти здания. Everything is moving on, Например, for example, например, Prabhupada Прабхупада explains this. объяснял это так. В Everything is материальном moving мире все under the движется principle на of sex принципе полового attraction in the влечения. material world. Do you follow that? Вы Why is понимаете it that меня? everything is Потому что они because that's what думают, they think что is the way только you так can можно enjoy наслаждаться life? жизнью. Oh, if I have О, sex, если I'll я be займусь happy. сексом, я буду счастлив. What's the happiness in Так sex? какое же там счастье в этом The сексе? sex life Сексуальная жизнь is так so мимолетна, temporary, так so поверхностна. superficial. But they put so much energy Но они вкладывают into столько building энергии в all строительство. these Все эти экстравагантные extravagant сооружения facilities воздвигаются to лишь для enjoy sex наслаждения life. сексуальной жизнью. Nowadays, I was just looking at a YouTube Я как раз show. смотрел на YouTube It's coming передачу, out в которой that these говорилось, big что эти people, важные all персоны, these все эти так so-called называемые powerful, влиятельные rich people богачи, that were ездили going на to this остров, созданный island that was парнем из created by Америки. this fellow Не from знаю его America имени, но, called, кажется, его I зовут don't know his first name, Эпштейн. but it's Epstein, I believe it is.
А теперь люди выходят из тени и начинают рассказывать, кто ездил на этот остров. У них есть видеозаписи с этими людьми. Там могут быть члены так называемой королевской семьи. Там может быть Билл Клинтон. Там может быть много всяких людей. Билл Гейтс, например. Если вы просто посмотрите на это, то увидите, что, объединяясь, они демонстрируют принцип «птицы одного полета держатся вместе». Почему они были рядом с Эпштейном, когда весь его бизнес крутился вокруг проституции? Потому что это было их главной целью. Вопрос не в том, зачем они были созданы. Эти машины были созданы живыми существами для удовлетворения их чувств. Вот в чем дело. И в первую очередь для мужчин. Это сексуальная жизнь. Каждый мужчина думает так: «О, я найду красивую женщину, и благодаря этому союзу я буду наслаждаться жизнью». Но для этого тебе нужно будет обеспечивать женщину всем необходимым. Тебе нужна будет машина, тебе нужен будет дом, тебе нужно будет удобство, тебе нужны будет заработать деньги, водить ее на свидание, приглашать ее на ужин, делать все, чтобы она была счастлива. Так называемое счастье. Но это иллюзия, Улисс. Человеческое тело – это машина, механизм, но оно не создано живыми существами для того, чтобы наслаждаться этим материальным миром. Это машина материального тела, и ее функция – освободить вас от этого обусловленного состояния с помощью бхакти-йоги. Вот почему так важно, чтобы каждый повторял свои круги. Другого варианта просто нет. У нас просто нет выбора. Это факт. Это демонический образ мышления современного мира только разрушает все. И в этом наша проблема. Мы ведем войну с Майей. Мы беспокоимся не о том, какие машины у нас есть, а о том, как мы их используем. Прежде всего, должен спасти себя сам, Улисс. Вот почему Прабхупада дал нам это наставление. Если ты сможешь спасти себя, то ты сможешь помочь и другим. Но если ты не можешь спасти себя, как ты можешь спасти других? Так сказал Прабхупада во время нашей утренней прогулки. В то время во всех храмах возник спор из-за одного из наших духовных братьев, Тамала Кришна Госвами. Тогда его так звали. Он уже ушел из жизни, он погиб в ужасной автокатастрофе, когда много лет назад выезжал из Майяпура. Думаю, это было 15 или 18 лет назад, верите вы мне или нет. Боже мой, как быстро летит время. Но в любом случае он говорил, что если ты в браке, то ты падший. Поэтому каждый должен оставаться одиноким. Ни один мужчина не должен был жениться, потому что если они женятся, они падут. Поэтому я спросил об этом Прабхупаду во время утренней прогулки. Я боялся задавать Прабхупаде вопросы. Я знаю, что Яшоданандана был такого же мнения. Потому что своим вопросом ты мог показать, насколько ты глуп. Ты стоишь перед чистым преданным и задаешь вопрос, и если это глупый вопрос, то ты выглядишь просто глупцом. Но у меня было кое-что на уме, понимаешь, в то время я еще был брахмачари, и мы вместе с Прабхупадой выехали на прогулку по пляжам Торонто. И я разрешил всем пойти с нами. Потому что во многих ситуациях, когда я ездил в Индию, было так, что вас отбирали. О, ты можешь пойти на прогулку, ты можешь пойти на прогулку, а ты не можешь пойти, и ты не можешь пойти, ты тоже не можешь. В то время эти так называемые лидеры сами решали, кто может пойти на прогулку, а кому нельзя. Так что это была большая привилегия. И в Торонто я сказал, что все могут пойти на прогулку. Если у вас есть свой транспорт, то вы можете выйти и прогуляться с Прабхупадой и получить возможность стать частью его трансцендентных игр. Так вот, на пляже собралась большая толпа, и я немного нервничал, хотя я и находился в роли, которая, скажем,
позволяла мне высказаться или выступить, я все же очень осторожничал и не произносил ни слова. Но потом я наконец подумал, ладно, я спрошу об этом у Прабхупады. Потому что в то время кто-то предложил мне жениться, и я думал об этом. Я думал тогда, наверное, деградирую я и упаду. Если я женюсь, то я стану падшим. Поэтому я спросил и задал вопрос. Я сказал, Шрила Прабхупада, в нашем движении говорят, что женитьба равносильна падению. И Прабхупада посмотрел на меня. Все остановились вокруг, у нас собралась большая толпа. Когда ты был с Прабхупадой, что бы он ни говорил, все выглядели примерно вот так. Они были просто приклеены, они были готовы внимать каждому его слову. Поверь мне, Улис. Все готовы были внимать каждому слову Прабхупады. И вот я подхожу и задаю ему этот вопрос, а Прабхупада смотрит на меня и говорит, нет вопроса о падении, если ты уже пал. Вот и все. И таким образом была разрушена философия ложной пропаганды Тамала Кришны о том, что преданный падет, если вступит в брак. Прабхупада говорит, что дело не в том, женаты вы, одиноки или принимаете саньясу. Речь идет о том, чтобы обрести сознание Кришны, стать чистым преданным, повторяя свои круги, следуя установленным принципам, сосредоточив ум на преданном служении и посвятив свою жизнь миссии Санкиртана, Улис. Посвящая этому свое время, свою энергию и всю свою жизнь. Прабхупада говорил нам, у вас всего лишь одна жизнь, так почему бы не посвятить ее Кришне? И я думал, Боже, это серьезное обязательство, потому что все вращалось вокруг твоей жизни. Тебе 22 года, и тут тебе говорят, ладно, просто отдай эту жизнь. В твои 22 отдай всю свою жизнь. То есть 60 лет своей жизни. Просто посвятите следующие 60 лет своей жизни сознанию Кришны и служению Кришне, и тогда вы вернетесь к Богу. И я подумал, ух ты, это достаточно долго. А сейчас мне уже 75. Время летит. Скоро уже наступит конец. На этой неделе у меня была одна из наших сестер в Боге из Нью-Вриндавана. Она начинала в храме в Торонто. И, как бы это сказать, много лет назад ее втянули в политику GBC. Этот парень, Киртанананда, Китхэм, он ходил по разным храмам, делал людей своими учениками, а потом срывал их с места и увозил в Нью-Вриндаван. Ты взращиваешь человека в своем регионе, а он приходит и просто крадет его. Говорит он, ты нужен нам в Нью-Вриндаване. В общем, она переехала туда, а на этой неделе она скончалась после 40 лет жизни в Нью-Вриндаване. Она была там учительницей. Она была хорошей учительницей. Она не была замешана ни в каких, как бы это сказать, гнусных делах. И это просто поразительно. Здесь у нас также есть Нараяна Прабху. Он преданный, и у него также есть прозвище Вишвакарма, которое дал ему Прабхупада. И он доживает последние дни. Сейчас он просто проводит время дома со своими детьми. Его выписали из больницы, чтобы он провел с ними последние дни. Я хочу сказать, что этот путь проходит очень быстро. Думать, что ты всегда будешь молодым, это иллюзия. Нет. Рождение и смерть – это реальность материального мира. И они затрагивают каждого.
Так много людей умирает. Я смотрю на новости, ты видишь, кто умер. О, этот человек умер, ему было 65. О, этот человек умер. А потом ты смотришь на возраст. О, ему было всего 58. Я знаю многих музыкантов. Есть известная канадская группа под названием The Band. Они из Торонто. И этот парень, Робби Робертсон, мы выросли, наблюдая за тем, как эти люди становятся мировыми звездами. Я мельком посмотрел видео, в котором рассказывалось о них. И в конце говорилось, что этот участник группы умер, и этот тоже умер. Он умер в 52 года, тот в 65, а этот в 61 год. Так что смерть всегда рядом. Она настигает нас в любой момент. Так что, Улис, посвятите этому всю свою жизнь. Сколько тебе лет, кстати? Сколько тебе? Включи микрофон. 43 or something like that. 43 или около того. А, ладно, ты еще молод. Ну, не такой уж и молодой. Ты выглядишь молодо. Но когда мне было 43, я ощущал себя старым. Но когда тебе исполняется 75, то ты уже понимаешь, что ты стар. Как говорил Прабхупада в своих записях, он бы сказал: «Я уже старик, мне 73 года. Я могу умереть в любой момент». Поэтому всем нам важно знать, что у нас есть великая миссия, которой мы должны следовать. Продолжайте, Прабху. Джан Петро Бартолоне, пожалуйста. О, спасибо. Я выражаю всем свое почтение. А теперь я хочу лишь отметить, что по словам Шрилы Прабхупады, мы не против машин. Когда речь идет о служении Кришне, мы можем использовать их, если они помогают нам в нашей севе. Несмотря на то, что мы предпочитаем видеть, как преданные ведут простую жизнь. Но в то же время, если работников не хватает, то преданный может использовать машины, чтобы помочь себе в севе. То есть в производстве зерна и потом обеспечение этим зерном своей общины, храма, семьи и так далее. Но, как вы сказали, я полностью согласен с тем, что в первую очередь мы должны думать о том, чтобы полностью осознать Кришну, потому что смерть может прийти в любой момент. Таково мое понимание. Спасибо большое. Венкат, пожалуйста. И мы собираемся завершить занятие. Я вижу, что сейчас уже 11:30. Венкат, продолжай. Хорошо, конечно. Кстати, я хотел поделиться этой цитатой. Полагаю, она взята из Махабхараты, но также упоминается в Шримад Бхагаватам в 7-й песне. Сотни и тысячи живых существ ежеминутно встречают смерть, но глупое живое существо, тем не менее, считает себя бессмертным и не готовится к этому. Это самое удивительное, что есть в этом мире. Однажды Ямараджа спросил Махараджу Юдхиштхиру, что самое удивительное в этом мире? И вот что тот ответил. Каждый должен умереть, так как все находятся во власти материальной природы. Но при этом каждый думает, что он независим, что он может делать все, что захочет, но он никогда не умрет и будет жить вечно и так далее. Так называемые ученые разрабатывают различные планы, согласно которым живые существа в будущем смогут жить вечно. Но пока они занимаются такими научными изысканиями, Ямараджа в свое время отвлекает их от так называемых исследований. Мы видим, что ученые пытаются стать бессмертными. Они открыто говорят: мы вот-вот откроем секрет старения. Все это иллюзия. Я просто хотел поделиться этой цитатой. Отлично. Очень, очень и очень хорошая цитата. И большое вам спасибо. И мы завершаем наше занятие несколькими последними объявлениями. Не забудьте, что завтра в 10 утра по нашему времени
то есть по восточному стандартному времени, у нас будет занятие по Шримад Бхагаватам. А также в среду, на следующей неделе, в среду вечером в 20:00 по восточному стандартному времени, мы будем читать Чайтанья Чаритамриту. Эти книги — это настоящий дар, благословение, исходящее от чистого преданного Шрилы Прабхупады, а также благодаря соприкосновению с гуру, шастрой и саду, и также благодаря нашему взаимному общению. Извините. Благодаря всему этому мы получаем возможность утвердиться в процессе преданного служения. Так что с каждой неделей, по мере того, как мы идем вперед вместе, наша сила, наша цель — стать сильнее духовно. В этом и заключается цель. Есть такой термин «fixed up». Вы становитесь сильнее, мы не слабее, мы становимся сильнее в своей духовной практике, а не слабее, потому что майя постоянно нападает на нас. Поэтому у каждого из нас есть свои трудности. Нам приходится преодолевать их каждый день. Я имею в виду, что эти занятия очень короткие. Всего 1,5 часа, но нам нужно много сделать за неделю. В сутках 24 часа. Итак, мы проводим эти занятия и приглашаем других людей присоединиться к нам, чтобы мы могли расширить армию преданных и распространить миссию Санкиртаны Господа Чайтаньи. Еще раз спасибо всем, вся слава Шриле Прабхупаде. Если вы сможете сыграть киртан, то он завершит наше занятие. Хари Хари, Хари 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 Бо. Шри Гуру Вайшнавамсча Шри Рупам Саграджатам Sagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakanitam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Sindhya Patitanam Vacha Pavanebhyo Bhavanebhyo Vaishnavebhyo. Hare Krishna. Haribo, everybody, back to Haribo. Godhead. Haribo. Hare Krishna. Haribo. Hari Haribo. Hare Krishna. Haribo. Thank you, everyone. Ecstatic, blissful. Jai Haribo.